В эфире программа «Акцент дня», в студии Илья Табуев. Здравствуйте. Ежедневно мы обсуждаем самые острые и резонансные темы. Сегодня мы будем говорить о том, что будет происходить в зоне специальной военной операции в ближайший месяц и какие ключевые направления для нас наиболее важны. С нами на связи эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ирносянов. Владимир Максимович, здравствуйте. Вот смотрите, наши подразделения продвинулись вглубь территории противника на разных направлениях, невзирая на ожесточенное сопротивление ВСУ. И вот в ответ киевский режим приказал перебросить свои резервы к Часову Яру. Вот переломный момент на данном участке фронта уже близок? Если учесть, что наши войска уже форсировали канал Северский Донец-Донбасс и закрепились на первой линии уже, значит, многоэтажек, и если учесть, что именно туда перебрасывают уже в таком катастрофическом режиме и в режиме полного такого, значит, предположение о том, что там будет главный удар, а украинские силы перебрасывают наиболее подготовленные части, включая аэромобильные части, это говорит о том, что они ожидают главного удара на этом направлении, наш противник. Но дело в том, что определить замысел генерального штаба, и это хорошо, в том смысле, что хитрость есть главная, значит, прерогатива Генштаба, они показывают противнику, что могут наносить на нескольких направлениях главный удар. Это такая оперативно-стратегическая, значит, история, которая, собственно, показывает о том, что есть резервы, и что эти резервы могут быть брошены, значит, причем тайно. Ну и с учетом того, что ротация противника происходит в таком в хаотичном режиме еще и после того, как группировка «Север» определенно зашла на глубину, я имею в виду Волчанск и Липцы, и зашла в город, и практически ведутся сейчас бои в Волчанске, и это городская герилья, и мы видим там актив Буданова, мы видим там панику и, значит, склоки внутри, значит, ВСУ, я имею в виду прежде всего Сырского главкома и Буданова. Это очевидно по той простой причине, что Буданов и его подразделения, они там пострадали, а это его актив. Я имею в виду еще и тот факт, что по большому счету Буданов является персоной автономной, он не подчиняется главкому, и сугубо исходя из конструкции построения вообще ВСУ и автономного характера режима вообще вот этого бригадного принципа. А сам Буданов обладает силовым блоком, который, собственно, определенно ведет асимметричное действие, а не является, значит, какими-то территориалами там, или какими-то неэлитными подразделениями, которые должны окапываться. И в этом смысле идет скандал, что у нас штурмовые диверсионные действия, диверсионно-разведывательные, а вы нас толкаете, значит, на какие закрывать бреши. И вот этот скандал, он вылился в их вот это поле публичное. Мы понимаем, что это, ну, на руку, во-первых, нам, потому что паника в рядах в стане противника, она всегда на руку. Ну и хитрость, которую проявляет наше командование, значит, военную, она заключается не только вот в этом ударе с группировки «Север», но и в том, что они не могут определить, Покровское ли будет направление главным, либо будет главным направлением после Авдеевки, либо главным направлением является Часов Яр после, значит, освобождения Артемовска, либо Купянск, либо это вообще может быть, никто не может понять, что происходит на запорожском направлении, да, а там тоже подготовлено. Ну мы сейчас до этого дойдем, вот вы затронули тоже и Покровск, вот как раз под Часовым Яром и Покровском находятся лучшие части украинской армии, но очевидно, что даже они не смогут долго там удерживать. Вот чем может обернуться потеря этих стратегических точек для Зеленского?
Ну, во-первых, Часов Яр – это логистическая точка, очень серьезная, и она на высоте находится, то есть на возвышенности. Нужно говорить еще и о том, что это естественный рубеж, потому что канал – это рубеж. Вот там может быть вторая линия обороны после взятия города, после его освобождения полного от фашистов. И здесь еще тут момент один есть очень серьезный, все-таки идет методичное продвижение, то есть идет постепенное продвижение, щадится не только вооруженные силы России, наши подразделения, но и гражданское население. И это нужно понимать, потому что у нас совсем другая тактика. Если там тактика городской герильи и экономия, значит, под давлением Запада, экономия средств, которые могут идти на фортификацию инженерных сооружений, и тактика городской герильи, которая предполагает прикрытие живым щитом и, значит, абсолютно не смотреть на потери среди мирного населения, это у нас совсем противоположное действие. У нас, во-первых, сетецентрические действия, то есть сначала определяется цель, потом целеуказание сверяется, значит, агентурная разведка сверяет целеуказания с спутником и с другими видами разведки, там, беспилотными летательными аппаратами. Только после этого наносится удар, а далее уже идут штурмовики. Это очень заметно было на Авдеевском направлении, когда генерал Мордвичев проявил вот такой вот, скажем так, командную опцию, как полная кооперация между штурмовиками и авиацией. То есть сначала наносится удар по опорному пункту укрепрайона, то есть бомбами, фабами с УМПК, и то есть только после этого заходит штурмовая группа. Это тактика, значит, сетецентрического свойства, она проявляется на этих направлениях, и наши войска поднаторели в ведении боевых действий, используя сетецентрические способы, и в этом смысле взаимодействие между штурмовиками и авиацией, авиационным звеном и другими родами войск, оно очевидно. С флотом, нанесение ударов высокоточными ракетами с наших установок пусковых, которые находятся на флоте. И, конечно, здесь нужно отметить еще один момент, который я бы хотел акцентировать на нем внимание. Это то, что, конечно, есть резервы, и это чувствуется у нас. И нет резервов, несмотря на вот всю эту шумиху и объявление МОП-ресурса на Украине. Я про это говорю не только потому, что мы видим затруднение ротации и подвозов боекомплекта, там, крушение логистики на определенных оперативно-стратегических направлениях, но еще и по политическому фактору, который заключается сейчас не только в мобилизации и вот этой ТЦКшниками и вылавливанием людей, их уже людоловами называют, но еще и то, что значит, запрет на выезд, там 57-е постановление, значит, вот этого Кабмина Украины, постановление на запрет выезда мужчин от 18 до 60 лет, он не просто коснулся мужского населения. Я здесь беседую в Крыму, находясь с значит, беженцами гражданскими из Харьковской области, из Мариуполя, из Херсона и так далее. И они мне рассказывают такие вопиющие случаи, когда мужики сидят дома, не выходя из дома, когда троллейбусы, автобусы пустые ездят по городам, когда, значит, парень не смог попасть на похороны своей матери, значит, только по той причине, что на кладбище стояли ТЦКшники и ждали его там. То есть, грубо говоря, вот такая ситуация. И эта ситуация обрисовывается не какими-то там диванными экспертами, а людьми, которые там были и прибыли оттуда и имеют связь на месте. Ну, вообще, да, если продолжать эту тему, вот на Западной Украине вообще митингуют против мобилизации. В Ковеле показали, что будет дальше по всей стране. Там отбили мужчин из ТЦК и их выпустили, но не хотят вот украинцы умирать за Зеленского. Давайте мы еще про ТЦК отдельно поговорим. Значит, Мгм. это новый коррупционный способ невероятного стремительного обогащения, которым не преминули воспользоваться люди, которые, значит, заняли эти должности после того, как Зеленский убрал всех военкомов прежних. Те были, значит, у тех не просто рыльце было в пушку, но они реально, они строили замки. Они строили замки на Западной Украине у себя там, и даже некоторые за рубежом, и эта информация, она публичный доступ имеет. Что происходит сейчас, это еще хуже. Это называется уже криминал с кидаловом. Я прошу прощения за жаргонизм, но у меня есть прямая информация о том, что они не просто вымогают деньги и получают их,
они после получения денег сдают этих заплативших по 10 тысяч долларов, значит, за то, чтобы их прикрыли и выпустили из страны, там каким-то образом довезли до границы, они их тут же сдают на медкомиссию и сразу отправляют на фронт, причем без абсолютной подготовки, то есть без получения военно-учетных специальностей. Это говорит о том, что это новая коррупционная схема, и ТЦК у них одна из банд. Значит, вторая Ну, банда получается, это... что они выманивают людей за свои же собственные деньги. Конечно, конечно. Они просто вычисляют людей и забирают у них все нажитое. Этим занимается официально, значит, организованная структура, вооруженная структура и большая, крупная. Мало того, это новый силовой ресурс Зеленского по той простой причине, что эта банда может еще и, грубо говоря, участвовать в переделе власти, потому что у него, получается, спецслужбы занимаются, значит, территориями, то есть коррупционными схемами и криминальной деятельностью. В частности, СБУ курирует соли, так называемые, и, значит, так называемый МЕФ, они курируют наркотрафик. Значит, ГУР-МО курирует трансплантологию черную, и у него есть постановление, закон принятый, когда и можно потрошить детей без согласия родителей. Вот что самое интересное происходит. Он подписывает законы чудовищные. В частности, закон о, значит, том, что теперь командир части решает, является ли донором, значит, раненый боец, либо не является. Слушай, это вообще просто ужасно. И вообще, да, чтобы выслужиться перед хозяевами и пустить пыль в глаза, Зеленский готов отправлять на мясо подростков и стариков. Вот поможет ли это Украине вообще? Вы знаете, в этом смысле здесь есть прямая аналогия, ретроспектива историческая с фолькштурмом, когда в самые уже агонистические моменты, постапокалипсис, когда настал в Третьем Рейхе, мы видели эти кадры, хроники, когда вот в строю идут старики, и очень юные, прыщавые вот эти немецкие подростки с этими, значит, с гранатометами, вот этими фауст, патронами, значит, несуразно держат ремешки, вот это все, это мы помним из истории. Они историю свою, не мировую, они не изучали. Они не хотят уроки из них извлекать, естественно. Извлекать уроки не хотят и не понимают, что происходит. А ведь это же прямая аналогия. И мы видим вот это марширующее, там, уже не зигующее, кстати говоря. То там уже просто уже этот юнец, он идет и смотрит, он правильно ногу ставит, он боится насмешек там более старших товарищей, правильно он ногу ставит в строю или нет. Там, а не то, что мы уже не говорим о том, что может ли он стрелять, или освоил ли он инженерное дело, и может ли он окапываться, знает ли он, что такое стакан, знает ли он, что такое лисья нора там, и так далее. Это все происходит. Это все происходит на наших глазах, и мы видим историю, которая была, и эта история, мы ее усвоили, а они нет. Получается, что они не учатся не только на, значит, чужих ошибках, они и свои не признают. Ну и поэтому вот такая ситуация, она будет до агонии сначала, а она уже идет до катастрофы. Вот такая Да. Просто мы-то хорошо помним, чем все закончилось. Они, видимо, наверное, подзабыли. Вот положение украинских военных на разных участках фронта вызывает большую тревогу у западных СМИ и чиновников. А вот почему они так нервничают, Владимир Максимович? Ну, прежде всего, здесь вложение денег. Это же бизнес для них. Это боливар не выдержит двоих. Это человек в сомбреро и из сигара, он сидит за столом и наблюдает, как туземцы, аборигены, значит, они, скажем так, отбивают его прибыль, либо не отбивают. У него может быть либо политическая прибыль, либо четко конкретно финансовая. То есть ВПК США — это 5 крупнейших компаний и их субподрядчики. Raytheon Technologies, там, значит, Lockheed Martin, компания General Dynamics, Boeing, которая бомбы делает, вот эти, значит, GDM, да, они вложились, значит, они в какой-то степени распотрошили Конгресс, в какой-то степени Пентагона бюджет распилили, но они же должны отчитываться, значит, как их оружие работает, во-первых, на какой-то прокси-территории, а во-вторых, они должны, в принципе, получить дальнейшие заказы от, значит, своих
контрагентов. Они их не получают, и по той причине, что уже Конгресс не выделяет деньги, Пентагон разрабатывает новые схемы и привлекает оружейных баронов типа Марка Моралеса. Мы же знаем, что происходит на Украине и как там происходят поставки вооружений, когда один снаряд реактивный для РСЗО, например, может стоить в 6, а то и в 9 раз дороже его номинальной стоимости. И когда номенклатура различных снарядов поставляется непонятно почему президентом Чехии, который разработал еще одну схему поставок этих снарядов, значит, которая у него стоит в 6 раз дороже, чем он стоит, да? Он как бы и 152-й калибр как-то в Чехии появился. Ну, раньше только о 155-м была речь, да? Сейчас они говорят, что у нас и 152-й. А 152-й это советский калибр. То есть, грубо говоря, получается, нарисовались люди с сомнительной репутацией или бывшие разведчики военные, как Петр Павел, которые теперь зарабатывают уже помимо официоза каким-то образом. Это уже не Конгресс, не ассигнование, это какой-то Марк Моралес, который имеет судимость, который поставляет вооружение на Украину. То же самое происходит с чешским президентом, бывшим военным разведчиком, который нашел где-то 152-го калибра снаряды. Это все происходит на наших глазах. Это мафия. То есть оружейные бароны, значит, СБУ это наркотики, значит, это черная трансплантология, далее идет речь ТЦК, коррупция и все остальное, да, там Кидалова. На Украине сейчас вот это происходит, это хаос полной государственности. Зеленский, конечно, он в ус не дует, его охраняет Ми-6. И второй момент, он же подписывает именно те законы, которые кураторы его заставляют подписать. Первый закон он свой подписал еще в апреле 2021 года за 9 месяцев до начала специальной военной операции. Это был закон, значит, стратегия национальной безопасности, когда он объявил, что весь украинский народ должен стать под ружье, а города превратиться в опорные пункты и укрепрайоны, чтобы не тратить деньги Запада на фортификацию. То есть это тоже экономия Запада. Они его заставили подписать, превратить своих людей в партизан, значит, и в живой щит. Потом он подписал еще несколько законов. Владимир Максимович, очень скользко звучат слова о переговорах в связи с сложившейся ситуацией в зоне специальной военной операции. Вот их вероятность возрастает, этих переговоров, и вообще готов ли Киев к ним? Вероятность переговоров возрастает. Во всяком случае, есть реально несколько посредников. И главный из этих посредников это Виктор Орбан, наиболее адекватный политик Европы, который сейчас это Венгрия имеет председательство в Евросоюзе. Это говорит не только о его вояжах там, и встрече с Путиным, Си Цзиньпином и Трампом, и вообще челночной дипломатии в стиле Киссинджера, которую ведет сейчас, видимо, по согласованию с Трампом Орбан. Значит, но это еще и говорит о том, что по большому счету многие европейские страны находятся в том мейнстриме после покушения на Роберта Фицо. Я имею в виду, значит, 19 мая 2024 года, в том мейнстриме, который предполагает не только усталость от того, что в бездонную бочку европейские деньги уходят, но еще и о том, что по большому счету можно зарабатывать на многим странам, значит, только прекратив боевые действия на Украине. И я имею в виду не только Венгрию и Сербию, я еще имею в виду Словакию и многие другие страны, которые могут быть прикреплены к Балканскому потоку, значит, и зарабатывать как распределительные хабы на газе, нефти и других вариантах. Значит, Турция здесь может сыграть определенную роль, потому что там Эрдоган, он более-менее коммерческий человек, прагматичный. Да? Ну и, конечно, здесь нужно отметить, что в любом случае успокаиваться нельзя, потому что у них есть неуправляемые организации внутри уже ВСУ, и значит, неуправляемые по бригадному принципу, если построены войска, там, значит, есть неуправляемые люди, полевые командиры так называемые, да, и вот эти люди могут, в принципе, стрелять по мирным, они могут использовать то вооружение, которое уже получили, и это мы видим, в частности, по Крыму. Я сейчас здесь нахожусь, я понимаю, что происходит. Позавчера был удар, например, ракетами, значит, по Севастополю, и понятно, что ПВО сработало, все службы сработали очень качественно, и не было никакой паники у севастопольцев, но сам факт
попытки нанесения удара, значит, по Севастополю и по Крыму в частности, говорит о том, что они будут продолжать действия с асимметричной войной, как то первое политические убийства, второе проникновение вглубь территории диверсионно-разведывательных групп для того, чтобы наносить удары по инфраструктуре нашей, и в том числе гражданской, и они будут предпринимать действия по дальним ударам. Я имею в виду по дальним ударам, когда я говорю о боевом радиусе действия таких видов номенклатуры вооружений, которые у них есть. Это прежде всего оперативно-тактический ракетный комплекс, значит, вот этот вот АТАК-МС, ракеты, которые запускаются с платформ, это МЛРС-270 и платформа Хаймарс, да? И я имею в виду крылатые ракеты фирмы Матра и фирмы, значит, и английских компаний, это Storm Shadow и, значит, Скелпы. Вот эти моменты нужно учитывать, и пока не будет санитарной зоны, какие-то неуправляемые банды не могут срывать любые переговоры. И это нужно понимать, что есть не заинтересованные в переговорах люди, это прежде всего англосаксы, которые могут, и не только они, кстати, но и оружейные бароны и другие мафиозные структуры, которые могут сорвать переговоры, например, каким-нибудь террористическим выстрелом по Севастополю. Ну, потому что бизнес нужно продолжать, ничего личного, как говорится. Спасибо вам большое. С нами на связи был эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ерносян. Это была программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия». До свидания.